Всем привет! В этом видео я буду вязать вот такую зайку. Ее можно использовать как подвеску, либо как елочную игрушку. Весит такая зайка 15 грамм. Высотой она 6,5 см без учета ушек и примерно 10 см с учетом ушек. Вяжется такой зайчик очень легко. Все детали мы будем вязывать в процессе вязания. Пришивать нужно будет только носик. Вязать я буду пряжей Alize Cotton Gold крючком 1,75 и использую глазки на безопасном креплении 10 мм. Начинаем вязать мы снизу вверх, поэтому берем ниточку белого цвета и набираем цепочку из 8 воздушных петелек. Узелок я не делаю, вместо узелка у меня вот такая большая первая петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду, начиная со второй петельки от крючка, первая петля, вторая петля, начиная с нее мы провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмой столбик мы провязываем вот в эту большую петельку. Ниточку подтягиваем. 1 воздушная петля подъема, работу поворачиваем. В конце каждого ряда мы будем с вами провязывать 1 воздушную петлю подъема. В начале каждого ряда мы будем эту петельку пропускать и начинать вязать со второй петли от крючка. Во втором ряду мы провязываем с вами 2 прибавки. В одну петельку провязываем 2 столбика без накида, 1, туда же 2. Во вторую петельку мы провязываем прибавку, 1, туда же 2 столбик без накида. Дальше мы вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3. И в конце мы делаем 2 прибавки. 1, второй столбик без накида, и вторую петельку мы также провязываем прибавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Провязываем снова 2 прибавки. Первая прибавка. В следующую петельку вяжем вторую прибавку. Дальше у нас идут 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас осталось 2 петельки, и в них мы делаем по прибавке. Первая прибавка. И в последнюю петельку также делаем прибавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. В четвертом ряду мы провязываем прибавку. Дальше у нас идут 13 столбиков без накида. В последнюю петлю мы провязываем с вами прибавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Вяжем 5 ряд, делаем прибавку. Провязываем 15 столбиков без накида.
И в последнюю петельку мы делаем прибавку. Последнюю прибавку мы с вами до конца не завершаем. Сейчас мы с вами будем добавлять серую ниточку. Взяли серую ниточку и последнюю петельку завершаем уже этой ниточкой. Воздушная петля подъема, белые ниточки подтягиваем, работу поворачиваем. Теперь нам нужно провязать 2 столбика без накида. Первый, второй. Второй мы до конца не завершаем, переводим ниточку серого цвета вперед, берем ниточку белого цвета и завершаем уже ею. Теперь мы кладем ниточку серого цвета как бы сверху, и нам нужно будет провязать 15 столбиков без накида ниткой белого цвета. 1, 2, 14, 15. 15 столбик мы до конца не завершаем. Ниточку белого цвета переводим вперед, оставляем ее. Ниточкой серого цвета мы заканчиваем этот столбик. И провязываем 2 столбика без накида. 1 и в последнюю петельку второй столбик без накида. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Вот так вот у нас выглядит лицевая сторона. Вяжем 7 ряд. Делаем вначале прибавку. Провязываем 3 петельки серым цветом. 1, 2, 3 не заканчиваем. Берем ниточку белого цвета. Заканчиваем ею. Ниточку серого цвета подтягиваем и начинаем вязать белым цветом 11 столбиков без накида, также подхватывая ниточку серого цвета. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до конца не завершаем. Переходим на ниточку серого цвета. Белую оставляем. Довязали серым цветом. Теперь нам нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и в последнюю петельку сделать прибавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Провязываем с вами 7 петелек серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмой до конца не завершаем. Переходим на ниточку белого цвета. Серую кладем сверху и провязываем 7 столбиков без накида белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмой столбик до конца не завершаем. Ниточку белого цвета переводим вперед и ее оставляем.
Завершаем ниточкой серого цвета и провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такой переход у нас получился. У нас сейчас здесь 21 петля. Теперь с 9 по 14 ряд мы будем провязывать только ниточкой серого цвета. Ниточку белого цвета можно уже отрезать. Она нам больше не понадобится. 6 рядов, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязываем самостоятельно ниточкой серого цвета. Провязали 6 рядов, и вот такая деталька должна получиться. Если вы вяжете так же туго, как и я, то у вас деталька получится немного скрученной. Не переживайте, потом ее можно будет погладить, и она распрямится. Начинаем вязать 15 ряд. Делаем воздушную петлю подъема, работу поворачиваем. Начиная с этого ряда мы будем делать убавки. Делаем с вами первую убавку. Дальше провязываем 17 столбиков без накида. В конце делаем убавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. 16 ряд вяжем без изменений, провязывая 19 столбиков без накида. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. В 17 ряду мы делаем убавку. Провязываем 15 столбиков без накида и делаем убавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Вяжем 18 ряд, в котором делаем убавку. Провязываем 13 столбиков без накида. И делаем убавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Вяжем 19 ряд, делаем убавку. Еще одну убавку. Вяжем 7 столбиков без накида. У нас осталось 4 петельки. Делаем 2 убавки. Первая убавка. Вторая убавка. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Вяжем 20 ряд. Делаем 2 убавки. Первая убавка. Вторая убавка. 3 столбика без накида. Две убавки. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. В 21 ряду мы делаем убавку. 3 столбика без накида вяжем. 1, 2, 3 и снова делаем убавку. Мы с вами закончили вязать детальку. Ниточку пока не отрезайте, давайте деталь нашу прогладим, распрямим. Моя передняя деталь полностью готова. И теперь мы с вами будем вязать ушки. Если вы по переду будете вязать серые ушки или это у вас, к примеру, задняя деталь, тогда вы ниточку серого цвета не отрезаете. Продолжайте вязать этой же ниточкой. Вот мы с вами закончили вязать. Последняя петелька. И начиная со следующей петельки, вы прям начинаете провязывать ушко. Но я буду вязать ушко белым цветом, поэтому эту ниточку я отрезаю. Беру ниточку белого цвета и начинаю вязать с этой петельки
прям со следующей, как я вам показала. Ниточка белого цвета. Прикрепляемся. Воздушная петля. И теперь, начиная с этой же петельки, мы провязываем 4 столбика без накида. 1, прям по голове, 2, 3, четвертую петельку вяжите потуже, 4, воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Теперь мы делаем с вами прибавку. Вяжем 2 столбика без накида, 1, следующую петельку, 2, и в последнюю петлю мы с вами делаем прибавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. У нас здесь сейчас с вами 6 петелек. Теперь нам нужно будет провязать 9 рядов без изменений, по 6 столбиков без накида. Со 2 по 10 ряд провязываем самостоятельно. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Делаем убавку. Провязываем 2 столбика без накида. И делаем убавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Делаем 2 убавки. Один, 2. Ниточку вытягиваем и отрезаем. Мы с вами провязали одно ушко. Теперь смотрим, где у нас это ушко заканчивается. И здесь же у нас будет начинаться второе ушко. Ушки мы вяжем только по лицевой стороне. Берем ниточку, также прикрепляемся, делаем воздушную петельку и с этой же петли провязываем 4 столбика без накида. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем и будем дальше вязать все то же самое, как и в этом ушке. Передняя деталь полностью готова, и теперь мы будем оформлять мордочку. Для начала мы свяжем носик. Свой носик я буду вязать ниточкой черного цвета, но так как камера плохо берет черный цвет, я вам покажу на примере белой ниточки. Итак, берем ниточку, которую будем вязать носик, и набираем цепочку из 2 воздушных петелек. Первая петелька у меня вот такая большая, и вторая петля. Теперь в эту большую петлю провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Ниточку подтягиваем. Вот что у нас получается. 1 воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Здесь у нас сейчас 2 петельки, и в каждую из петелек мы провязываем по прибавке. Сделали первую прибавку, в следующую петельку мы вяжем вторую прибавку. Провязали. Вот такой носик у нас получается. Если вы будете полностью оформлять мордочку ниточкой того цвета, которым вы вяжете носик, тогда отрезайте ниточку подлиннее. Я буду пришивать все детальки, оформлять мордочку другой ниточкой, поэтому здесь я отрезала ниточки покороче. Давайте пришьем носик. Я взяла ниточку мулине, разделила ее пополам, для того, чтобы она была потоньше. Берем носик и прикладываем к мордочке таким образом, чтобы у нас кончик носика совпадал
вот с этим рядом, где мы закончили вязать, ниточка белого цвета. Примерно вот так. И будем начинать пришивать ближе к кончику носика. Прокалываем обе детальки. На изнаночной стороне оставляйте ниточку подлиннее, для того, чтобы мы могли потом ее зафиксировать. И по кругу начинаем пришивать. Я пришила половину носика, и теперь спрячем вот эти ниточки. Берем крючок, вводим его с изнаночной стороны, подхватываем эти две ниточки и выводим на изнаночную сторону. Поправляем кончик и продолжаем пришивать. Пришили носик, теперь будем вышивать здесь мордочку. Для этого нам нужно будет вывести иголочку вот здесь вот посередине носика. Вставляем иголку и выводим посередине. Опускаемся на 2 ряда ниже. 1, 2. Вставляем иголку. Теперь мы опускаемся на 1 рядок ниже и на 2 петли влево. 1, 2. И нам нужно будет вывести иголку вот здесь. Вводим обратно в серединку. А выводим в петельки, которые у нас рядом. Вот здесь. И возвращаем обратно в эту же петельку. Тянули. Теперь выводим иголку посерединке. И повторяем все то же самое, но с другой стороны. На 1 ряд вниз, на 2 петельки вправо. Вводим иголочку рядом. И возвращаем обратно. Мы вышили с вами мордочку. Теперь иголочку с ниточкой оставляем и будем с вами крепить глазки. У меня глазки на безопасном креплении 10 мм. Глазки будем вставлять между 12 и 13 рядами. Мы закончили с вами белой нитью вязать на 8 ряду. Отсчитываем 8, 9, 10, 11. Получается между 12 и 13. Здесь вот я буду вставлять глазки. Так. И с другой стороны. Смотрим, что было примерно одинаково. Так у меня получается. Если посчитать, то между глазками 1, 2, 3, 4 видимых петли. Закрепляем глазки. И продолжаем оформлять мордочку. Сейчас мы будем вышивать реснички и бровки нашему зайчику. Для того, чтобы у нас не было большой протяжки, мы давайте вот таким вот образом, подхватывая бугорочки, дойдем до одного из глазиков. Я дошла до левого глазика, начинаем оформлять его. Для этого нам нужно будет вывести иголочку вот здесь вот с внутренней стороны глазика. Прокладываем горизонтальную полосочку так вот. После глазика 1, 2, вот так вот 2 петельки. Вот таким вот образом. Теперь будем делать реснички наверху. Для этого мы вводим иголочку таким образом, чтобы она у нас вышла по серединке глазика.
Первую ресничку я делаю горизонтальную, также через 2 петельки. Вторая будет у меня идти вот таким-то образом, чуть-чуть по диагонали. И теперь сделаем зайчику брови. Брови у меня будут идти вот таким вот образом. Я вывожу иголку над ресничкой, поднимаюсь на ряд вверх и отсчитываю 2 петли. 1, 2. Во вторую петельку ввожу иголку. Такая бровь получилась. Теперь нам нужно то же самое сделать с правым глазиком. Для этого протяжками переходим на этот глазик. Вы можете начинать с бровки, мне удобнее также начинать снизу. И начинаем все то же самое делать. Смотрите, чтобы у вас ниточка не попала на заглушку. Вот такая мордочка у меня получилась. Теперь ниточку отрезаем. И все свободные кончики, которые у нас остались с вами, нужно будет между собой завязать, для того, чтобы ниточку зафиксировать. После того, как мы это сделаем, нам нужно будет связать вторую детальку. Она уже будет вязаться полностью серым цветом. И смотрите, чтобы ушки располагались у вас одинаково. Схему для вязания круглой части задней детали я оставлю вам внизу в описании под этим видео. Вяжите вторую детальку и встретимся с вами для того, чтобы их объединить. Задняя деталь полностью готова. На передней детали мы перевязали все наши ниточки. Они у нас потом при обвязке останутся внутри. И теперь начнем обвязывать нашего зайчика. Для этого прикладываем изнаночную сторону к изнаночной стороне. Обвязывать я буду столбиком без накида. И начинать буду вот прямо с этой петельки, где у нас закончилось ушко. Прокалываю, беру ниточку серого цвета. И начинаю вязать столбик без накида. Первый столбик без накида, второй. И так по кругу. Я провязала до серединки мордочки, и давайте спрячем с вами вот этот кончик нити. Для этого вводим крючок и вытягиваем эту ниточку на изнаночную сторону. И теперь здесь мы ее также с вами фиксируем, сделав узелок с любой ниточкой, которую вы найдете рядом. Все, продолжаем с вами дальше вязать. Давайте дойдем до ушка и встретимся. Ушко сделаем вместе, начнем делать вместе. Дошли до ушка и начинаем его обвязывать. Первый столбик без накида нужно будет провязать обязательно в уголок ушка. А дальше снова продолжаем с вами провязывать столбиком без накида. И встретимся возле кончика ушка. Я дошла до кончика ушка и провязываю здесь 2 столбика в одну петельку, для того, чтобы ушко у меня пошло вот так вот в круговую. Когда вы обвязываете ушко, если вам где-то нужно провязать 2 столбика в одну петельку, вы это делаете, чтобы ушко не было стянуто. Вот, к примеру, здесь я тоже провяжу 2 столбика без накида в одну петельку. Мы разворачиваемся. Снова 2 столбика в одну петельку. И продолжаем вязать по другой стороне ушка. Довязали до уголка ушка, и здесь также мы провязываем прям в уголочек столбик без накида.
И еще один вот здесь вот по голове. Такое ушко у нас получается. Теперь смотрите, у меня между ушками получается 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И мы будем с вами сейчас делать здесь петельку. Я провязываю один столбик, второй. И теперь я набираю цепочку из 50 воздушных петель. У меня это будет 14 сантиметров. Вы уже смотрите, сколько сантиметров нужно будет вам. Провязали необходимое количество воздушных петель, и теперь смотрите, чтобы цепочка у нас лежала ровно и не была перекручена. И теперь мы провязываем столбик без накида. Не в эту же петельку, откуда у нас выходила цепочка, а в следующую. У меня по голове остался еще один столбик без накида. И дальше будет идти ушко. Здесь у меня осталось небольшое отверстие. Через это отверстие мы немного наполняем нашего зайчика и продолжаем обвязывать ушко до конца. Сделаем это самостоятельно. Я наполнила немножко игрушку, обвязала ушко до конца, и вот такая зайка у меня получилась. Спасибо всем, кто вязал со мной, кто досмотрел это видео до конца. Выкладывайте свои работы в любой удобной для вас соцсети, отмечайте меня, мне будет очень приятно. Всего доброго, до новых встреч!